Всем привет! Сегодня мы будем делать торт нашему племяннику на день рождения. У нас вообще в семье очень много праздников именно в летний период. Для меня это лишний повод поэкспериментировать как с начинками, так и с оформлением. Делать мы сегодня будем радужный торт. Сегодня будет только начинка. Это привычнее для меня снимать сначала начинку, а потом оформление торта. И также с сегодняшнего дня на нашем канале стартует розыгрыш. Разыгрывать мы будем вот такие вот замечательные яркие призы, но о них в самом конце видео. Для коржей мне понадобится растительное масло без запаха, сахар, кефир. Я взяла кефир жирностью 2,5%, щепотка соли, яйца. Здесь у меня сухие ингредиенты, это мука, крахмал. Я взяла картофельный крахмал, можно и кукурузный, то есть в выпечке это особо не ощущается. И также сюда уже добавила разрыхлитель. Мне еще потребуется сода и красители пищевые. В самом начале в кефир комнатной температуры мы добавляем соду. Нам необходимо добавить 1,5 ложки, но без горки, или 1 ложку с горкой. И все хорошо перемешать. Теперь отставляем в сторонку. Пока у нас здесь идет реакция кислой среды и соды, мы занимаемся другими продуктами. Щепотку соли сразу добавляем в яйца. Сюда же мы добавляем и сахар, и ставим взбиваться сразу на самую большую скорость. До пышного состояния примерно где-то 5-7 минут. Все взбили. Яйца должны быть также комнатной температуры, когда мы будем их взбивать с сахаром. Теперь мы добавляем сюда по очередности жидкие ингредиенты и сухие. Но для начала я смешаю кефир с растительным маслом. В этот момент мы лишь перемешиваем, поэтому ставим миксер на самую маленькую скорость. И сухие, жидкие, и так до конца. Теперь делим наше вот такое вот красивое пышное тесто на 5 одинаковых частей. У меня получилось где-то по 185 граммов теста в каждой чаше. Я буду использовать сухой краситель водорастворимый K-Colors. Вы можете использовать, в принципе, любой привычный для вас пищевой краситель. Сильно много красителя добавлять не нужно, так как после выпечки коржи станут более яркими. Теперь выпекаем каждый корж отдельно. Я буду выпекать в 18-сантиметровых формах. Дно формы застелила пергаментной бумагой, бока ничем не смазываю. Переносим тесто. Я буду выпекать в 2 формах. Если у вас нет 2 форм одинакового диаметра, то выпекайте в одной. Тесто вполне может подождать на столе, ничего с ним не будет. Закройте просто каждую чашу пленкой пищевой и все. Сверху каждую форму я застилаю фольгой, блестящей стороной вовнутрь, чтобы у меня коржи получились более ровные, без вот таких вот вулканических шапок. Духовку тем временем мы разогреваем до 175 градусов и отправляем форму в духовку выпекаться до сухой зубочистки. Выпекла 5 коржей, каждая партия выпекалась у меня по 18-20 минут, вот так где-то. Теперь у меня будет 16-сантиметровый торт, и я обрезаю по кольцу, чтобы были все ровненькие. Кстати, я немножко вот, как сказать, стормозила, наверное. Надо было прям сразу вот в этих кольцах и выпекать. На противень положить силиконовый коврик и затем в каждое кольцо порцию теста. Также опять фольгой закрыть и все. Коржи получаются тоненькие. Если вы хотите коржи чуть потолще, то можно ингредиенты все умножить на 1,5. Теперь приготовим крем. Я буду в этом торте использовать крем-чиз. Можно использовать и творожный крем, можно использовать крем-пломбир, можно даже сделать с йогуртовым крем-муссом. То есть здесь по вашему желанию. И для него мне нужно всего 3 ингредиента. Это творожный сыр, это сахарная пудра и жирные сливки. У меня сливки жирностью 33%. И творожный сыр и сливки должны быть обязательно охлажденные. Сливки вместе с сахарной пудрой начинаем взбивать с самой маленькой скорости, постепенно ее увеличивая, и так до плотного состояния. Добавляем сюда теперь творожный сыр и на маленькой скорости все перемешиваем. Можно собирать торт. Я пропитывать коржи ничем не буду, так как у нас там идет большое количество растительного масла, и именно оно не дает пересыхать коржам. Собирать я буду торт в кольце, использовать буду ацетатную пленку, вот такую 15-сантиметровую. Я ее недавно только приобрела. Ссылку на нее дам в описании, потому что знаю, что многие ищут такую высокую именно пленку. Она очень плотная, гораздо плотнее, чем пленка от сахарной бумаги. И все как обычно. Корж-крем, корж-крем. Хранить такие коржи можно в холодильнике, укутав пищевой пленкой, либо между коржами, если вы выпекаете вот так вот отдельно тонкие коржи, можно между ними положить пергамент и также полностью эту пачку перетянуть пищевой пленкой и отправить в холодильник. Хранятся они около 6 дней в холодильнике, в морозилке до месяца.
Все, торт отправляем в холодильник отстояться. Примерно где-то 7 часов у нас он проведет, я так подсчитала, больше 10 часов. Но оформление мы покажем в следующем видео. Сейчас условия июльского розыгрыша. Они очень простые. Вам необходимо подписаться на наш канал. Подписки на момент подведения итогов розыгрыша должны быть обязательно видны. Также вам необходимо поделиться этим видео в одной из соцсетей и оставить комментарий под этим видео с ссылкой на свой репост. Комментарий должен быть обязательно один. Я вам всем желаю удачи. Итоги мы подведем по традиции в прямом эфире 31 июля. А призами в этом месяце у нас будет 12 двусторонних фломастеров пищевых вот с таким вот оригинальным пеналом. Будут разыгрываться 5 вот таких вот наборов, соответственно будет 5 победителей. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях, всего вам самого-самого доброго.